Я просто положила в куриную грудку кусок фольги. Посмотрите, что будет. Итак, для рецепта нам понадобится 3 куриных грудки. Друзья, этот рецепт настолько простой, вкусный и так легко готовится. Обязательно сохраните его в закладке, поделитесь с друзьями и напишите в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас. Куриную грудку надрезаем вот таким вот образом, как я показываю на видео. Делаем вот такой карман. Хорошенько приправляем по вкусу солью. Также не забываем посолить внутри. Черным молотым перцем. И я хочу приправить также паприкой. Можете по своему вкусу добавить какие-то еще ваши любимые специи. Универсальная специя для курицы приправа тоже отлично будет работать. Теперь берем кусок фольги, немного сминаем фольгу. И я рекомендую завернуть фольгу в лист пергаментной бумаги. Вот таким образом все делается очень легко, быстро и очень просто. Вот такой вот конвертик у нас получился. Теперь кладем фольгу прямо в середину куриной грудки. Вот так все очень просто и легко делается, и на самом деле рецепт проще, чем он может показаться, его можно готовить даже каждый день. Нагреваем сковороду с растительным маслом. Также можете добавить кусочек сливочного масла для сливочного приятного вкуса. И на разогретую сковородку в горячее масло выкладываем куриную грудку. Посмотрите, какое шикарное шипение. На таком вот хорошем огне грудка сразу запечатывается и сохраняет в себе все соки. Получается очень нежной и очень сочной. Обжариваем 2-3 минуты на среднем огне до золотистой корочки, а тем временем мелко нарубим небольшой пучок петрушки. Готово. Отправляем петрушку в миску. И сюда же измельчаем 2 зубчика чеснока. У меня здесь 150 грамм сыра фета или фета. Раскрошим сыр прямо пальчиками в миску с петрушкой и чесноком. Теперь берем небольшую мисочку и смазываем ее растительным маслом. Нам понадобится 3 яйца. Разделяем яйца на желтки и белки. Желтки кладем в мисочку, смазанную маслом, чтобы они не прилипли. Они нам понадобятся чуть позже. Готово. Желтки отставим пока в сторону, а яичные белки вливаем в миску с сыром, петрушкой и чесноком. Приправляем немножечко солью по вкусу и хорошо перемешиваем. Не забываем про нашу курочку. Посмотрите, какая она аппетитная, уже хорошенько обжарилась. Аккуратно переворачиваем. Вот так. И жарим где-то еще 3 минутки с другой стороны до красивой золотистой корочки на среднем огне. Фольга совершенно не мешает прожариваться курице, и куриная грудка получится очень сочной и очень нежной. Обжарили еще пару минут, переворачиваем и вот так вот аккуратненько извлекаем фольгу. Все делается очень просто, никаких проблем у вас точно не возникнет. Посмотрите, получается вот такой вот карман у курицы. Его можно наполнить любой начинкой. С начинками можете экспериментировать, а мы сегодня с вами попробуем вот эту вот невероятно вкусную, интересную начинку из сыра фета с петрушкой. Получается невероятно нежно, сочно. Я, когда попробовала, была просто в полном восторге. Вся моя семья и гости сказали, что этот рецепт они точно сохранят в себе в любимую тетрадку, будут им делиться, потому что это оказалось настолько вкусно, нереально, нежно, сочно, в общем, вкуснятина неимоверная. Кладем где-то по 2 столовых ложки начинки в куриные грудки и отправляем минут на 10 в духовку, чтобы немножечко начинка схватилась. Тем временем натираем кусочек сыра
Я взяла сыр моцарелла, грамм 150, но можно и больше, как говорится, сыра много не бывает, и кашу маслом не испортишь. Достаем курицу из духовки и посыпаем сверху сыром. Друзья, рецепт очень простой и настолько вкусный, я обязательно рекомендую вам хоть раз его попробовать, потому что он точно останется в вашей памяти надолго. Можно приготовить его на праздничный стол, обязательно сохраняйте его, он действительно стоит того, чтобы вы хоть раз его приготовили. И на самый верх выкладываем яичные желтки, по одному желточку на куриную грудку. Отправляем еще минут на 5 в духовку, если вы любите жидкие желтки. Все, посмотрите, какая вкуснятина получилась. Это очень сочная, вкусная, нежная и необыкновенно красиво и прекрасно выглядящая куриная грудка, которую не стыдно подать и на праздничный стол. Давайте посмотрим. Вот такая вот она нежная, жидкий желток. И вот такая вот вкуснятина, розовая нежная мяско. Готовьте на здоровье, приятного аппетита и скоро увидимся!